Более 50 лет на поверхности Луны остаются следы 12 астронавтов программы «Аполлон». Там нет атмосферы, нет ветра, нет эрозии в привычном смысле, поэтому отпечатки ботинок и следы оборудования сохраняются практически без изменений. Это редкий случай, когда результат человеческой деятельности остается неизменным десятилетиями. Фактически это застывший момент другой эпохи. С тех пор люди туда не возвращались. Сейчас этим занимается программа Артемида. Ее объявили в 2017 году как основной проект НАСА. Задача сформулирована иначе, чем в 1960-х. Тогда нужно было долететь и высадиться. Сейчас создать устойчивое присутствие, регулярные миссии, инфраструктура и работа с ресурсами. Сначала беспилотный полет для проверки техники, затем пилотируемый облет Луны, а после этого посадка. Первая часть плана выполнена. Беспилотная миссия стартовала 16 ноября 2022 года. Ракета «Система космических запусков» вывела корабль «Орион» на траекторию к Луне. Полет занял больше 3 недель. Основные системы отработали штатно, аппарат вернулся на Землю. Дальше должна была идти следующая стадия – пилотируемый полет. И здесь начинались задержки. Сроки начинали сдвигаться постепенно. Сначала речь шла о начале 2026 года. Затем даты стали уточнять и переносить. На первый взгляд это может выглядеть как обычная история для космической техники. Но в данном случае важно другое. Разница между тем, как быстро развивалась программа «Аполлон» и тем, как развивается программа «Артемида» сейчас, слишком заметна. В 1960-х от первого полета тяжелой ракеты до высадки на Луну прошло 8 лет. И это при уровне технологий того времени. Сегодня прошло уже больше 9 лет с момента объявления новой программы, и пилотируемый полет к Луне завершился только сейчас, и к этому мы обязательно вернемся чуть позже. Это не означает, что задача стала проще и просто затянулась. Наоборот, современная архитектура полетов стала сложнее, в системе больше элементов, больше подрядчиков, больше этапов, которые должны совпасть по времени и параметрам. Любая задержка в одном узле тянет за собой все остальное. В 1960-х допускался уровень неопределенности, который сегодня считается неприемлемым. Тогда многие решения принимались быстрее, а часть проблем решалась уже в процессе или не решалась вовсе. Сейчас каждая система должна пройти проверку заранее. Множество проверок и тестов. Например, в январе ракету вместе с кораблем вывезли на стартовую площадку. Уже на этом этапе виден масштаб. Конструкция почти 100 метров высотой, где все системы связаны между собой. Дальше идут проверки. Один из ключевых этапов – полная имитация запуска с заправкой, когда система работает почти как при реальном старте. Во время первой проверки обнаружили утечку жидкого водорода. При температурах около минуса 252 градусов материалы меняют свойства. Уплотнение теряет эластичность, и даже минимальные дефекты дают утечку. С такой проблемой запуск невозможен, поэтому соединения разобрали, заменили уплотнение и прогнали все заново. Вторая проверка прошла нормально, утечек не зафиксировали. Но затем появилась другая проблема. Во время продувки выяснилось, что гелий распределяется неравномерно внутри верхней ступени. Он нужен для поддержания давления и работы топливной системы, поэтому любые отклонения – риск отказа. Неисправность оказалась в узле внутри конструкции, без доступа на стартовой площадке. Ракету пришлось откатить обратно в сборочный корпус и готовить заново. Такие ситуации показывают, что ракета – это связанная система, где локальная проблема затрагивает все. Поэтому задержки здесь измеряются неделями, месяцами, а не днями. И это только подготовка к старту. Полет к Луне – следующая часть задачи, где требования становятся еще жестче. Чтобы понять, почему полет к Луне выглядит так, как он выглядит,
Нужно начать с базового, с движения по орбите. Корабль летит к Луне не по прямой линии. Он все время движется по орбите, просто эта орбита меняется. Сначала вокруг Земли, затем вытягивается так, чтобы пересечься с орбитой Луны. После старта корабль выводится на низкую околоземную орбиту. Это почти круговое движение на высоте в несколько сотен километров. Скорость там при этом около 7,8 км в секунду. Дальше выполняется ключевой маневр. Разгон в точке, где корабль ближе всего к Земле. Это место называют перицентром. Двигатели работают недолго, но увеличивают скорость примерно до 10-11 км в секунду. С точки зрения расстояния это небольшое изменение, с точки зрения энергии – огромный скачок. После этого орбита перестает быть круговой и превращается в сильно вытянутую. Ближняя точка остается почти там же, а дальняя уходит далеко туда, где находится Луна. Это и есть траектория перелета. Есть важный момент, который часто вызывает путаницу. Когда корабль поднимается к дальней точке орбиты, его скорость падает, причем сильно. Если на низкой орбите это почти 8 км в секунду, то вблизи Луны скорость может падать до сотен метров в секунду. Это нормальное поведение. Энергия сохраняется, но распределяется иначе. Чем дальше от Земли, тем меньше скорость. Из-за этого траектория получается сильно вытянутой. Если смотреть на нее издалека, она выглядит почти как прямая линия. На самом деле это часть эллипса с очень большой разницей между ближней и дальними точками. Дело в том, что когда корабль приближается к Луне, в расчет начинает входить ее гравитация. Сначала она почти не влияет, но по мере сближения становится заметной. В какой-то момент притяжение Луны начинает играть основную роль. Этот переход не происходит резко, но для расчетов используют понятие области влияния. Это условная граница, внутри которой гравитация Луны сильнее, чем влияние Земли на этот объект. Как только корабль оказывается в этой зоне, его траектория меняется. Он уже не только движется по орбите вокруг Земли, но и начинает как бы проваливаться в гравитацию Луны. И здесь становится понятно, почему путь выглядит почти прямым. Сначала корабль уходит по вытянутой орбите от Земли, затем Луна перехватывает его и втягивает в свою орбиту или направляет дальше. Это можно представить как передачу объекта от одного центра притяжения к другому. В случае пилотируемого облета используется особый вариант траектории – свободный возврат. Это значит, что путь рассчитывается так, чтобы корабль, обогнув Луну, автоматически вернулся к Земле без дополнительного разгона. Даже если двигатели не сработают в нужный момент, геометрия траектории сама приведет аппарат обратно. Правда, у такой схемы есть и ограничения. Она не позволяет подойти к Луне слишком близко и выйти на низкую орбиту. Траектория проходит дальше от поверхности и дает меньше времени рядом с Луной, но она сильно повышает шансы на безопасное возвращение. Именно поэтому в современных миссиях, где главная задача – проверка систем с экипажем, выбирает такой профиль. Если сравнить это с миссией 1960-х, то использовались более жесткие схемы. Корабль выходил на низкую орбиту вокруг Луны, проводил там несколько витков, а затем выполнял разгон для возвращения. Это давало больше времени для работы, но требовало точных маневров и оставляло меньше пространства для ошибки. Современный подход смещен в сторону предсказуемости. Сначала гарантированное возвращение, потом усложнение задач. На этом фоне становится понятнее, почему даже простой облет Луны – это цепочка точно рассчитанных этапов, где каждый зависит от предыдущего. И следующий логичный шаг – посмотреть, как это выглядело на практике в первой пилотируемой миссии вокруг Луны. Если смотреть на реальный пример, проще всего взять миссию Аполлон-8. Это был первый полет людей к Луне без посадки, но с выходом на орбиту. С технической точки зрения это был чистый тест всей схемы. Разгон, перелет, торможение у Луны и возвращение.
После старта корабль вышел на низкую орбиту вокруг Земли, затем выполнил разгон и ушел на траекторию перелета. Через 3 дня он достиг Луны. В этот момент важно не только долететь, но и правильно погасить скорость. Если этого не сделать, корабль просто пролетит мимо и уйдет дальше. Уже представили лица пассажиров? Так вот, чтобы этого не случилось, для выхода на орбиту включается двигатель и скорость уменьшается так, чтобы Луна захватила аппарат. В случае этой миссии орбита проходила примерно в 100 километров над поверхностью, то есть полноценное движение вокруг Луны. С этой точки зрения становится видно отличие от современных схем. Там, где сейчас делают один виток с возвратом, тогда выполняли серию витков. Это давало больше времени для наблюдения, но требовало точных расчетов и исправной работы двигателя в нужный момент. Именно во время этих витков была сделана фотография Земли, поднимающаяся над лунным горизонтом. После нескольких витков экипаж выполнил второй разгон уже для возвращения. Это еще один критический момент. Ошибка в расчете или отказ системы означали бы, что корабль останется на орбите Луны. Дальше траектория снова становится вытянутой, но уже направленной к Земле. И здесь возникает еще одна сложность – вход в атмосферу. Корабль возвращается не с той скоростью, с которой стартовал. После перелета к Луне его скорость относительно Земли выше. Разница составляет несколько километров в секунду, но этого достаточно, чтобы тепловая нагрузка выросла почти вдвое. При входе в атмосферу энергия торможения превращается в тепло. Температура на поверхности капсулы достигает 1000 градусов. Для полетов с околоземной орбиты тепловой щит рассчитан примерно на 1500 градусов, при возвращении с Луны почти на 3000. Это и есть причина, почему не любой корабль способен вернуться с такой траекторией. Сейчас фактически только Орион рассчитан на подобные условия. Более тяжелые системы, которые разрабатываются для других задач, пока не имеют подтвержденной защиты для такого режима входа. После входа в атмосферу корабль замедляется, раскрывает парашюты и приводняется. Вся цепочка от старта до возвращения занимает примерно 6 дней. Если сравнить это с современными миссиями, например, Артемида-2, за которой, я уверен, наблюдали многие из вас по трансляции, становится заметно, что изменился приоритет. Сейчас задача сделать это с максимальным запасом по безопасности. Это напрямую влияет на траекторию. Современный корабль не выходит на низкую орбиту вокруг Луны. Он проходит дальше, чтобы сохранить возможность автоматического возврата. Это уменьшает время рядом с Луной, но снижает риски. Когда корабль проходит с Луной, он оказывается вне связи с Землей, и это ожидаемый этап до тех пор, пока аппарат не выйдет обратно на линию видимости. И именно в этот момент экипаж видит ту часть поверхности, которую с Земли не видно. Без привычных ориентиров, без темных равнин, к которым привык глаз, только кратеры разного размера, наложенные друг на друга. Эта разница объясняется строением Луны. На стороне, обращенной к Земле, кора тоньше, поэтому в прошлом расплавленная порода могла выходить на поверхность и заполнять крупные впадины. На обратной стороне кора толще, и такие процессы почти не происходили. В результате поверхность там сохранила следы древних столкновений. Она выглядит более плотной по структуре, с большим количеством пересекающихся кратеров. Освещение усиливает это ощущение. Из-за отсутствия атмосферы тени резкие, границы четкие, а рельеф читается без сглаживания. Даже небольшие перепады высоты дают заметный контраст. И как это ни странно, это вовсе не темная сторона. Она освещается Солнцем так же, как и любая другая часть Луны. Просто из-за синхронного вращения она никогда не обращена к Земле. К сожалению, но трансформеров и базы Гитлера обнаружены не были. Возможно, нас обманывали десятилетиями. Сам же пролет занимал ограниченное время. Это вовсе не длительное пребывание на орбите, а всего лишь небольшой участок траектории. После него корабль начинает удаляться и возвращаться к Земле. И здесь снова вступает в силу та же физика.
Скорость возрастает по мере приближения к Земле, и финальный этап, вход в атмосферу, становится самым нагруженным для конструкции. Вся эта схема от разгона до возвращения показывает, что даже облет Луны остается задачей, где нет простых участков. Каждый этап требует точных расчетов, а запас по ошибкам ограничен. И на этом фоне становится понятнее, почему современные миссии двигаются медленно и осторожно. Следующий шаг – работа у поверхности Луны, и там требования еще выше. Когда переходят от облета к работе у поверхности, меняется сама логика миссии. Облетать Луну – это задача на точный расчет траектории и надежность систем. Посадка – это уже совокупность отдельных операций, каждая из которых должна сработать без сбоев. В текущей архитектуре программы Артемиды корабль Орион сам на поверхности не садится. Он остается на орбите Луны. Для спуска используется отдельный посадочный аппарат, который должен состыковаться с Орионом, принять экипаж и уже потом уйти к поверхности. Это добавляет еще один уровень сложности. Стыковка должна происходить на лунной орбите, где нет возможности быстро вернуться в случае ошибки. Все операции должны быть синхронизированы: орбиты, скорости и ориентация аппаратов. Сам посадочный аппарат – это отдельная система, которая требует своей логистики. В варианте, который сейчас рассматривается, его нужно сначала вывести на орбиту Земли, затем заправить в космосе и только после этого отправить к Луне. Это означает серию запусков, которые должны пройти без серьезных отклонений. Именно здесь становится понятно, почему планы начали пересматривать. Слишком много новых операций одновременно. Первая пилотируемая стыковка у Луны, первая передача топлива в космосе в таком объеме, новые скафандры и новая инфраструктура. Но теперь на кону следующий важный момент – место посадки на Луне. В отличие от программы Аполлон, где выбирали относительно ровные участки ближе к экватору, сейчас основной интерес – южный полюс Луны. Причина в условиях освещения и составе поверхности. Ось Луны наклонена всего примерно на 1,5 градуса. Это означает, что вблизи полюсов Солнца всегда находится низко над горизонтом. В результате в кратерах образуются области, куда свет не попадает практически никогда. Температура там может опускаться до примерно минус 240 градусов по Цельсию. Это одни из самых холодных мест в Солнечной системе. Но именно в этих условиях сохраняется водяной лед. Но этот лед необычный. Считается, что он был принесен кометами и астероидами миллиарды лет назад. В обычных условиях он бы испарился, но в постоянной тени он сохраняется. Для миссии это имеет прямое значение. Воду можно разделить на кислород и водород. Кислород для дыхания, водород для топлива. Это делает возможным создание инфраструктуры, которая не зависит полностью от поставок с Земли. Но работа в этих районах требует отдельной подготовки. Лунная пыль – один из факторов, который учитывают в первую очередь. Она не похожа на земную. Это острые частицы, образованные в результате ударов и вулканической активности. У них нет сглаживания, как у песка на Земле. Эти частицы легко электризуются под воздействием солнечного ветра и начинают прилипать к поверхностям. Они проникают в соединения, изнашивают уплотнения и могут попадать внутрь оборудования. Для человека это тоже проблема. При вдыхании такие частицы действуют как абразив, поэтому защита от пыли – отдельная задача. Под это разрабатываются новые скафандры. В отличие от костюмов эпохи Аполлон, они должны обеспечивать большую подвижность и лучшую герметичность. В старых скафандрах астронавты двигались с трудом, часто использовали прыжки, что было странным в глазах инопланетян. А все потому, что сгибать ноги и корпус было сложно. Новые конструкции же используют комбинацию жестких элементов и гибких соединений. Это позволяет двигаться более естественно и работать дальше. Дополнительно учитывается температурный режим. В условиях постоянной тени скафандр должен поддерживать тепло и защищать от экстремального холода.
Помимо пилотируемой работы, на поверхности будут работать приборы. Один из ключевых типов системы, который изучает поведение пыли при посадке и передвижении. Это нужно, чтобы понять, как она влияет на оборудование в реальных условиях. Другой тип – сейсмические приборы. Они фиксируют лунотрясения и удары метеоритов. Это позволяет изучать внутреннюю структуру Луны. Для более детального анализа грунта используются искусственные источники колебаний. Они создают волны, которые проходят через поверхность, и по их отражению можно определить структуру под поверхностью, в том числе наличие льда. Одной из ключевых точек рассматривается кратер Шелктон. Это крупное образование диаметром около 20 километров и глубиной несколько километров. Его стенки крутые, и часть области постоянно находится в тени. Такие условия делают его потенциальным местом концентрации такого льда. Это требует больше времени на подготовку, больше проверок и больше промежуточных этапов. И именно поэтому программа развивается медленнее, чем это может казаться со стороны. В 1960-х задача была ограничена во времени и по цели. Нужно было долететь, высадиться и вернуться, и сделать это первыми. Это получилось. Но за этим не последовало продолжение в виде устойчивой инфраструктуры. Полеты закончились, и Луна снова стала недоступной. Сейчас подход другой. Программа Артемида строится вокруг повторяемости. Ракеты, корабли, посадочные аппараты, роботы, наземная инфраструктура – все должно работать не один раз, а регулярно. Это требует другого уровня согласованности и гораздо большего количества проверок. Китай ведет свою программу исследования Луны и планирует примерно к 2030 году высадить людей на ее поверхности. Для этого разрабатывается новая тяжелая ракета, пилотируемый корабль и посадочный модуль. Полет строится по классической схеме: запуск, перелет к Луне, выход на орбиту, спуск и возвращение на Землю. После первых высадок планируется переход к созданию постоянной лунной базы, Международной исследовательской станции. И если подумать и сказать прямо, то возвращение на Луну неизбежно. Технически это уже не вопрос. Вопрос лишь в том, кто сможет сделать это системно и без больших пауз между миссиями. И здесь важен текущий этап. Он выглядит медленным и перегруженным проверками, но именно сейчас закладывается основа. Если она будет работать, дальше процесс пойдет быстрее, и мы с вами увидим все своими глазами. Сейчас мы на этапе, где это еще не очевидно. Есть задержки, технические ограничения и пересмотр планов. Но именно в такие моменты становится видно, насколько сложна задача на практике. И если все пойдет по текущей логике, в следующий раз, когда человек будет стоять на поверхности Луны, это уже не будет финальной точкой. Это будет начало. Спасибо за просмотр и за вашу поддержку в Патреоне и Бусти. И увидимся в следующем видео. До скорой встречи на канале Злой Космос.